Ребята, всем привет! Вы на канале Даша Моделист. И сегодня я вам расскажу, как я буду собирать и красить за горячую новинку от Звезды. Это самоходный комплекс Панцирь S1. Это 72 масштаб. Тут довольно много деталей для такого масштаба, и модель получилась очень высоко детализированной. Так что удачи в просмотре видео. А если вы хотите такой же комплекс себе, то советую вам купить его в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, а по промокоду, который вы видите на экране, будет скидка в 200 рублей на ваш первый заказ. Давайте пополнять свою коллекцию комплексов. И сегодня у меня на сборке очередная новинка. Это самоходный зенитный комплекс Панцирь S1 на базе КАМАЗа. Или же по классификации НАТО это SA-22 Greyhound. Модель очень интересная, она в 72 масштабе, но размеры коробки просто поражают. Скорее всего, здесь будет очень много деталей. И букс-арт тоже очень красочный. Видно автомобиль в действии. Что же на обратной стороне? А на обратной стороне собранная модель. И здесь также есть историческая справка. Интересно, что в наборе 264 детали. Это, можно сказать, очень высоко детализированная модель, потому что не каждая машина в 35 масштабе имеет такое количество деталей. Схема окраски, и она тоже очень интересная и красочная. Тут можно собрать 4 варианта автомобиля. Это парадный вариант, который предполагает декаль с георгиевской ленточкой, а также просто общевойсковая окраска, которая предполагает звездочку, и песочный камуфляж для сирийской войны. Очень интересный и необычный вариант камуфляжа для арктической группировки войск. Давайте собирать. Сейчас многие российские компании стараются стать более технологичными, так как технологии экономят время и деньги. Но не у всех это получается. И по одной причине – кадры. Поэтому с каждым днем все больше растет спрос на дата-сайентистов, а качественных специалистов найти не так уж просто. А средняя зарплата у таких спецов – 170К. Они разрабатывают и обучают нейросети, которые сейчас применяют везде – в смартфонах, беспилотных автомобилях и даже космических спутниках. Чтобы стать востребованным специалистом в будущем, я рекомендую пройти курс Data Scientist в школе Skill Factory. Обучение включает максимум практики, занятия с экспертами из крупных IT-компаний, помощь менторов, стажировку в Сбере и подготовку к трудоустройству. Обучаться вы сможете в удобное время и совмещать с работой, а отзывы на независимых сайтах подтверждают эффективность курса. Ссылочка в описании. Я договорилась со Skill Factory, чтобы они дали вам максимально возможную скидку в 45% по промокоду MODELS. И мы начинаем сборку с первого шага. И тут необходимые детали под номерами Е69, 67, 71 и 60. Они находятся на литнике Е. Первая буква в названии детали – это и есть название рамочки. И мы их ищем. Соответственно, нам нужна большая деталь – это Е60. Вот она по внешнему виду, и по цифровому обозначению она нам подходит. Отделяем с помощью бокорезов. И теперь удаляем заусенцы. И чтобы полностью убрать эти дефекты, мне необходимо воспользоваться пилочкой, так называемым надфилем. Также надо быть очень аккуратным, чтобы не сточить лишнее, потому что детали, как правило, имеют свои размеры и должны стыковаться со следующими деталями довольно точно. И переходим к следующей детали Е71. Это какой-то элемент кабины. Вот цифра 71 и вот эта деталь. Также с помощью бокорезов убираем ее с литника и также убираем заусенцы. Потому что эти заусенцы нам помешают в дальнейшем стыковать и собирать нашу модель. После того, как детали готовы, зачищены и убраны все лишние места, необходимо их склеить. И для этого мне нужен модельный клей. И я промазываю клеем место стыка, ориентируюсь по схеме и соединяю детали. Деталь приклеена. Следующий шаг – это необходимо приклеить, я так понимаю, внутренности кабины. Это уже сиденье и какой-то ящичек.
Теперь переворачиваем нашу заготовку в соответствии со схемой и приклеиваем детали. Значит, первой деталью будет основа, полка для лежаний. Ее приклеиваем вверх квадратными деталями и позиционируем ее на вот эту полочку. Ага, вот так. Сиденье я подготовила, и теперь тут очень необычная деталь. Тут нужна подсборка 3А, и это руль. И он состоит из двух деталей, Е23 и Е26, которые я тоже уже подготовила. И теперь соединяем их в соответствии со схемой. Так, пока клей сохнет, установим сиденье. Они одинаковые. Просто смазываем клеем место крепления и ставим деталь вот этой буковкой Г. Раз. Два. Получается 3 сидения и полка для отдыха. Вот практически кабина у нас собрана. Следующим шагом я буду собирать кабину, а точнее закрывать боковые и передние и заднюю стенки. Так. Теперь меня все устраивает. Опять смазываем клеем. И стыкуем. Теперь надо поставить крышу, но приклеивать я пока ее не буду, так как я планирую окрашивать внутренности кабины. И поэтому я также не буду приклеивать прозрачные детали, чтобы тоже их не повредить в процессе окраски. Тогда кабину можно поставить в сторону. Детали я подготовила, и теперь соединяем двигатель. Так, следующий шаг. Это будет сборка уже рамы грузовика. Собираем раму и двигатель одновременно. Вешаем на нее. Так, здесь есть маленькие отверстия, куда мы вставляем штырьки двигателя. Так. После того, как все схватилось, мы ставим нашу раму на основу автомобиля. Устанавливаю мосты. Мы их устанавливаем на рессору и вставляем в раздаточную коробку. Приступаю к сборке самой пусковой установки. Для этого мне понадобятся вот эти детали. И соединяем их согласно инструкции. Теперь я перехожу к сборке боевого модуля. Я соединяю крышку с основанием. Надо быть очень аккуратным, так как в последующем модель будет окрашиваться, и клей не должен попадать на окрашиваемую поверхность. Теперь установим радар. Я его предварительно собрала, и надо просто его поставить на свое место. Так вот и фиксируем. Перехожу к установке вооружения. Это 2 пушки. Так. Устанавливаю локатор. И модель практически готова. Вот так выглядит практически собранная модель, потому что я не установила на нее ни остекление, ни колеса, так как планирую окраску. А начала я покраску панциря с грунтовки, и пока я крашу модель, я хочу вам рассказать, как я познакомилась с этой машиной. И я считаю, что постройка модели – это повод лишний раз познакомиться с прототипом поближе и вспомнить, что я о нем читала и где его видела. А сборка и окраска модели отлично помогает почувствовать идеи и концепты, заложенные инженерами в этой машине. Каждая машина отражается неким образом в голове, пусть не всегда верным, но зато индивидуальным.
До встречи с этим набором я знала о существовании ЗРК «Панцирь». И неудивительно, ведь «Панцирь» наравне с Т-90 или Су-30 стали символами российской армии. И первая моя встреча с «Панцирем» случилась на репетиции Парада Победы в апреле 2021 года. У меня вышло, кстати, классное видео о том событии, так что очень рекомендую его посмотреть. На параде было много интересных машин, например, пусковые установки баллистических ракет «Ярс», комплексы С-400, ураганы, роботы «Уран» и «Панцирь» немножко затерялся во всем многообразии этой интересной техники. Время шло к вечеру, накопилась усталость, и впечатления от увиденного бились через край. Так что можно сказать, что «Панцирь» во время репетиции парада мне почти не запомнился. После грунта я покрою модель в основной цвет, и для шасси это будет черный цвет, и я тут использую акрил от Gemscale. А для кабины и надстройки я применю акриловую краску от фирмы Pacific 88 защитного цвета. Он отлично подходит в качестве базового зеленого цвета для современной российской военной техники. Но предварительно по затененным участкам модели я пройдусь темно-зеленой краской, чтобы искусственно создать тени. Кстати, у «Звезды» выходила модель этого зенитного комплекса и в 35-м масштабе, но как-то так получилось, что эта модель прошла мимо меня. Но думаю, что мне стоило бы построить такую модель для канала. И если вы хотите увидеть сборку «Панцирей» в 35-м масштабе в моем исполнении, то голосуйте об этом в комментариях. У меня же есть на канале 2 «Тайфуна». Потом в январе-феврале 2022 года в ТикТоке стали появляться видео с перемещением российской военной техники. И видео было так много, что мне пришло в голову сделать обзорчик того, что появлялось на них. Но потом наступило 24 февраля, и у меня как-то пропало вдохновение на это видео. Может, оно и даже и к лучшему. «Панцири» на этих коротких видео тоже мелькали, но не так часто, как КАМАЗы, Тигры, Уралы и самоход М100. Почему-то видео именно с М100 у меня сохранилось больше всего. А где-то в конце декабря 2021 года фирма «Звезда» показала свой каталог на 2022 год, и там как раз-таки была анонсирована модель ЗРК «Панцирь С1» в 72 масштабе. И мне показалось, что эта модель именно в слепом, как считают многие моделисты-старожилы, масштабе будет отлично смотреться на полке. Тем более, примерно год назад я уже строила модель пусковой установки комплекса С-400 и тоже в 72 масштабе. Видео постройки есть у меня на канале тоже. И мне показалось, что эти две модели зенитных комплексов будут уже составлять мини-коллекцию и отлично друг друга дополнять, что в принципе и происходит в жизни. «Панцири» прикрывают колонны С-400 и С-300 на марше от атак штурмовой авиации. А пока основной цвет сохнет, я займусь загрязнением колес. Я кисточкой вобью пигмент в протектор, так они смотрятся намного естественней. И вручную покрашу глушитель в алюминиевый цвет, а также кисточкой прокрашу световые приборы. А в августе 2022 года у меня произошла вторая встреча с этими необычными и по-своему красивыми машинами. Я их встретила на выставке форума «Армия-2022». Я, можно сказать, туда ехала специально, чтобы увидеть эти машины вживую, так как в это время у меня уже происходила работа над этой самоходкой. Всего на форуме было представлено 2 «Панциря», и первый был в традиционном для российской армии зеленом цвете. И он меня поразил до глубины души. Это была огромная махина, и я не ожидала, что в жизни они такие огромные. На восприятие повлиял и расположенный по боевому радар, и хмурое подмосковное небо, ведь темно-зеленое на сером смотрится монументально и сурово. Этот экспонат был отлично расположен, и его можно было обойти со всех сторон. При помощи смывки я выделю рельеф «Панциря». Тут я использую смывку коричневого цвета и удаляю излишки смывки художественным White Spirit. Перенесу на модель декали, и я использую номерные знаки, таблички, обозначающие номера шасси, и красные звезды. Мне эта машина с красными звездами на борту напоминает истребитель, а хотя по иронии «Панцири» должны их истреблять. Методом сухая кисть я выделю рельеф модели. И обратите внимание, что для этого приема я использую специальную кисть от фирмы Mini Warm Paint. С ее помощью можно легко и удобно выполнить этот прием. А в качестве краски для выделения рельефа я применяю смесь желтой и болотной масляных красок. А приемом масляные точки я придам самоходной установке немного виду машины, поездившей под открытым небом.
А второй панцирь расположился немножко в глубине выставки и был по-своему интересен. Он был в песочном камуфляже, а вернее даже не в камуфляже, а просто в песочном цвете. И, видимо, эта модель была ориентирована либо на экспорт, либо для участия в боевых действиях в Сирии. А также я очень рекомендую подписаться на мой Дзен-канал. Там я выкладываю контент каждый день, и на нем вы можете увидеть уникальные кадры с исторической техникой, действующие образцы военной и необычной гражданской техники. И, конечно же, мои стройки моделей, а иногда даже в текстовом формате. Ссылка на мой Дзен-канал будет в описании к видео. И своим любимым приемом я загрязню ходовую часть панциря. А также напоминаю, что если я вдруг вас вдохновлю на постройку модели Панцера S1, то купить набор можно в магазине «Модельная лавка». Модели этого комплекса там есть и в 35-м масштабе, и в 72-м, и от фирмы «Звезда», и даже в 43-м масштабе от фирмы AVD Models. Выбирайте ваш любимый масштаб и не забывайте применять мой промокод, по которому вы получите 500 рублей скидки на ваш первый заказ до конца августа. Осталось совсем немножко. И вот моя модель готова. Работа была довольно сложной, так как масштаб небольшой и было очень много мелких деталей. Плюс на маленьких плоскостях модели особо негде было разыграться. Но в целом мне модель очень понравилась. Ставь лайк и пиши комментарии, что ты думаешь об этой модели и о прототипе. И не забывай подписываться на мой канал в YouTube, Дзене и Телеграме, а также в ВК. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.